Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Очень интересный собеседник у меня сегодня – это Григорий Амнуэль. Григорий, здравствуйте. Доброго здоровья всем и слава Украине сразу. Да, героям слава. Григорий, не могу не начать с настоящего буйства сине-желтых цветов в городе Херсон. Туда зашли украинские войска, и очень тяжело им продвигаться по Херсону, потому что военных останавливают, обнимают и всячески, скажем так, демонстрируют то, что их ждали. Но если в целом посмотреть на ситуацию, и понятно, не без вот этого, скажем так, праздничной атмосферы, праздничной обстановки, конкретно для этих людей в городе Херсоне, что это за шаг такой Российской Федерации? Почему они снялись и ушли? И что это означает, на ваш взгляд, в контексте всей российско-украинской войны? Ну, во-первых, дай бог, чтобы всегда войска Украины всюду продвигались именно с таким трудом. Пускай не через минные поля, а через поля цветов. Это намного приятнее и это справедливее. Это первое. Что касается, почему российские войска ушли, потому что сопротивление было бесполезно. Ответ, что называется, очень простой. А почему оно было бесполезно? Ну, потому что оно изначально все бессмысленно. Потому что если некоторые люди ошибались, говоря, что Россия не начнет войну, и приводили выкладки соотношений вооруженных сил, экономики, финансовых, всех аспектов, количество людей, в конце концов, граждан страны одной и другой, то точно так же и в Кремле, и около Кремля, и в Министерстве обороны, видимо, тоже, и даже в спецслужбах разведок России, видимо, тоже была такая же дурь в головах, которая считала, что не начнут, то есть что они легко парадным маршем пройдут до Крещатика, а потом и по Крещатику, что можно будет убедить Польшу в том, что имеет смысл вернуть себе земли, которые были до 1939 года в Польше, что можно будет убедить Румынию в этом же, Венгрию и так далее, что все слетятся и повторят ошибки Мюнхена. Но в отличие от российского руководства, Европа вся, и Украину я включаю в этот же список, безусловно, выучила уроки Второй мировой войны. А Россия нет, поэтому идет наступание на грабли. На грабли наступать вообще-то больно. Григорий, вы говорите об уроках Второй мировой. Да. Как относитесь тогда к сносам памятников, лицам или событиям Второй мировой в Украине? Совершенно спокойно отношусь к сносу любых памятников, кроме, есть надгробия на могилах людей. Это вещь святая. По крайней мере, она хранит память, иначе если на могиле стоят памятники, значит они кому-то нужны. А вот памятники тем или иным политическим деятелям, они соответствуют только определенному времени и определенной политике того или иного государства. И если времена кардинально меняются, то обычно от этих памятников мало что остается, потому что они олицетворяют оккупацию, они олицетворяют неправедное с точки зрения народов правление, политику и так далее. Поэтому было бы странно, если бы советские памятники, особенно после всего того, что происходит после 2014 года и уж после 24 февраля, просто им не место на украинской земле, раз и навсегда. И сносит их на самом деле не украинский народ, их сносит российское руководство. Вот это те в России, кто этого не понимают, слишком слепы и слишком глухи. Близоруки, что называется. Да, я благодарен вам за ответ на этот вопрос. Мы продолжим сейчас
говорить, ну, собственно, на тему российско-украинской войны и продолжения перспектив. Единственное, что я очень хочу попросить подписаться вас, дорогие друзья, и написать в комментариях свое мнение по поводу, ну, и памятников в том числе. Важный момент и, наверное, ключевой момент – это вот эти переговоры. Ну, смотрите, какой-то идиотизм происходит с точки зрения здравого смысла. Что я имею в виду? Украина, украинские вооруженные силы заходит, возвращает себе Херсон. Мы видим оттуда первые кадры, мы, конечно же, переживаем о том, в каком состоянии люди, и сейчас все силы бросает Украина на то, чтобы наладить и стабилизировать там жизнь. Но вместе с этим в Кремле твердят про открытость, готовность к переговорам. Множество западных изданий пишет о том, что чуть ли не Херсон – это там предмет усадить Украину за стол переговоров, мол, пожертвовали Херсоном, но в переговорном процессе выторгуем себе все то, что захватили у Украины раньше. Есть ли, на ваш взгляд, какие-то перспективы вот этих теорий, и действительно ли вот после Херсона Украину то ли Запад, то ли обстоятельства из-за обстрелов там разной критической инфраструктуры заставят сесть за стол переговоров и торговаться землями? Спасибо. Я думаю, что это самый важный, что называется, краеугольный вопрос. Первое. Никакое, еще раз повторю, оставление Херсона или чего угодно еще не является ни в коем случае со стороны России некой подачкой для Украины для того, чтобы сесть за стол переговоров. Это смешно. И это пропагандистская, не самая, скажем так, умная и лучшая и теория, которую, видимо, предлагает товарищ Песков, Лавров и все прочие. Это бред. Почему это бред? Давайте предположим, что даже, как некоторые люди считают, флаг Украины уже развивается не над Херсоном, а, предположим, даже над Севастополем. Предположили. Окей, восстановлены государственные границы Украины на 2014 год. Прошли переговоры, и статус-кво оставлен. Российское государство осталось таким же, каким оно есть. Предположим даже, что сменились некоторые портреты на стене. Но никогда не сможет спокойно спать Украина в том случае, если тренд развития российского государства останется таким же. Это означает в лучшем случае перемирие. Да, перемирие на любой войне вещь очень нужная, потому что нужно что-то подтянуть, что-то подправить, кого-то с горем и с честью похоронить, кого-то подлечить и так далее. Но это не может быть конечным окончанием. Это значит просто переложить груз ответственности и груз решения этих проблем с плечей отцов или дедов на плечи детей и внуков. Нужно ли это, учитывая, что технический прогресс будет только возрастать, а соответственно и количество жертв будет возрастать? Я не уверен. И думаю, что вот именно такой взгляд на эти вещи должен преобладать в том числе и в Европе. А если добавить к моим рассуждениям, скажем так, историческую ретроспекцию из той же Второй мировой войны, мы можем предположить, что, скажем, покушение 20 августа 1944 года на Гитлера удается. Можно представить, что арестовали там руководителей. Можно предположить, что запретили СС, предположим. Можно с трудом, но можно предположить, что удается подписать перемирие с западной коалицией антигитлеровской. Но подписать такой мир со Сталиным уже невозможно, потому что Сталин, то есть Советский Союз, уже чувствует возможность победы и оккупации большой части Центральной и Восточной Европы. Никогда бы они на это уже не пошли. А значит, к сожалению,
Даже ситуация 20 августа 1944 года на конечный итог Второй мировой войны, она могла бы ее продлить, растянуть на времени, но она бы не прекратила ее. Вот в этом трагедия войны Второй мировой была бы дальше. А то, что сегодня происходит, я ни в коем случае не считаю, и все время об этом говорю с 24 февраля, ни в коем случае не считаю российско-украинской войной. С моей точки зрения, это Третья мировая война. Просто пока что она больше напоминает то отношение в мире к ней, которое было к сентябрьской войне 1939 года, когда очень многие во всем мире считали, что это война Польши и Третьего рейха с 1 сентября, Польши и Советского Союза с 17 сентября, но не более того. И вспомните, когда вступили в войну, да, Англия и Франция объявляют войну 3 сентября 1939 года, а Соединенные Штаты вступили в войну намного позже. То есть мировой она, реально мировой, как она вошла в историю, в нашу память, в наши сердца, она стала значительно позже, когда люди поняли во всем мире действительно, что происходит. Вот у меня такие параллели исторические возникают. Тревожная параллель, Григорий. На войне как на войне. Ну это да. Говорили не только кинематографисты. Да уж. Григорий, скажите, пожалуйста, вот мне просто интересно, не там, вы характеризовали, как все выглядит. А что вы думаете, что будет делать Путин после вот этого унижения? Есть какие-то у него, ну, скажем так, инструменты для какого-то маневра? Потому что все, конечно же, сейчас обсуждают заявление о том, что Путин даже видеообращение не запишет на G20. На тот G20 в Индонезии, на которое многие надеялись, на какие-то контуры, да, вот вырисуются, как-то вот ситуация мировая может стабилизироваться. И понятно, да, прийти к какой-то рамке. Сейчас мы видим, что, одни называют, что это как бы Путина просто никто не воспринимает, радуются этому, но ведь неучастие Путина – это ведь тоже какой-то сигнал о дальнейших действиях. Или слишком так закрутил я в этом вопросе, и это такое, знаете, горе от ума. На самом деле все гораздо проще. Что думаете? Я думаю, что шансов на то, что Путин полетит в Индонезию, несмотря на все заявления индонезийского руководства или, опять же, Песковых, Лавровых, etc., я к ним относился с самого начала несерьезно. Я был абсолютно уверен, готов был заключить пари, что он туда не полетит. Почему? Потому что перелет в Индонезию, а Индонезия, если покопаться, совсем не тогда не истории, выдавала в том числе преступников с российскими паспортами разным странам, она легко это делает. Это не очень надежно, это намного хуже, чем даже полет в Нью-Йорк на, предположим, сессию United Nations, Организации Объединенных Наций. Это, во-первых. Во-вторых, одно встречаться в рамках, скажем, ШОСа и даже там натыкаться на совершенно другое отношение, условно говоря, младших, как они считают. Я так не считаю, потому что, с моей точки зрения, на всех флагштоках перед зданием United Nations флаги одинакового размера и только в алфавитном порядке. Их старшинство или меньшинство. Они все равны. И страны, независимо от того, сколько граждан и чего-нибудь, они должны быть равны. Равные среди равных. Таков принцип. У каждого один голос. Да, есть Совет Безопасности, там немножко другая ситуация для 5 стран. Но во всех остальных это равные голоса. И остров Тасмания или Российская Федерация, Соединенные Штаты Америки или, скажем, там, Корея, нет никакой разницы. В голосовании это одинаковые величины. Поэтому там ему было крайне некомфортно и крайне тяжело. Потому что там не только те, кто пока еще не понял, что происходит, и что это Вторая мировая война, и те, кто пока что исповедует, грубо говоря, китайскую
мудрость, что лучше всего сидеть на берегу обезьяне и смотреть, как тигр борется с крокодилом. И на этом, что называется, свои дивиденды иметь, что и происходит с целым рядом стран, потому что, безусловно, покупка энергоресурсов из России, Индии или Китаем и еще целым рядом стран, она выгодна для экономики этих стран. Они это делают не ради поддержки Российской Федерации, это надо понимать, а исключительно ради себя. Российская Федерация для них не очень высокая ценность, прямо скажем. И режимы, они не очень-то его поддерживают, не готовы они его поддерживать полностью. Просто это выгодно, они занимаются, каждый политик, Владимир Александрович Зеленский, Байден, Путин и так далее, должен думать прежде всего о своем народе. И отличие Путина заключается в том, что о своем народе он прежде всего не думает. Потому что прежде всего он уничтожает свою страну, а потом уже Грузию, Украину, Молдову там, и так далее. Прежде всего уничтожение своей страны. Что, кстати, было во время Чеченской войны, одним из отцов которой он являлся. Поэтому нет, для меня было очевидно, что он туда не полетит. Так, а видеообращение даже не запишет? Видеообращение или нет, или, скажем, зачитает от него послание товарищ Лавров, а какая разница? Вам надо на его лицо посмотреть? Нет. А текст может произнести кто угодно. Можно послать Скобееву, Соловьеву. Это да. Ленина можно послать. Совершенно... А какая разница? Можно и его, да, послать. Григорий. Послать можно, по-русски послать можно вообще всех. Да, да, адрес, по крайней мере, известен, с острова Змеиный. Да. Григорий, я вот все-таки, опираясь на ваше прошлое, да, и вовлеченность и в процессы там контактов России, вот той России, до путинской России и НАТО, не могу не задать вопрос. Все-таки, если даже взять и принять нарратив, что сейчас Россия воюет с НАТО. Россия, понятно, воюет с украинскими войсками, но с НАТО, как имеется в виду, как с союзниками. Вот на следующей неделе новый Рамштайн, и там члены НАТО, и не члены НАТО, там все страны. Вот если брать это противостояние там союзников Украины, блока НАТО и российской армии, вот вы могли тогда, вот в те поездки, да, в те контакты, когда совсем другие были отношения России и НАТО, вот допустить, такой исход, пускай и промежуточный, но контуры этого исхода мы уже примерно понимаем, противостояние России и НАТО? Я, безусловно, это мог и предвидеть, и предвидел, и в том числе многократно, бывая в Брюсселе, в Монсе, в Страсбурге, я не раз об этом говорил. В том числе говорил не только моим западным коллегам, но говорил и тем российским политикам, которые часто были в делегациях, которые я формировал, из разных партий и разных политических взглядов, потому что мне было важно, и я это считал необходимым, и это считали необходимым в НАТО, чтобы действительно люди имели реальное представление и был реальный диалог, потому что лучше любой диалог, даже очень тяжелый и сложный за столом переговоров, чем диалог военных на поле боя. Как бы последствий меньше. Невозвратных следствий. НАТО создано странами, которые объединились. В том числе, например, Исландии, у которой вообще нет вооруженных сил. Нет. Она полностью под защитой Североатлантического союза. НАТО объединяет почти 30 стран. А программа партнерства во имя мира объединяет еще в 3 раза больше стран. Вот войну против, опять же, с исторической реминисценцией, Советский Союз не может выиграть Вторую мировую войну в одиночку.
При всем героизме солдат, офицеров и при всех, предположим, реальных или нереальных способностях командования Генерального штаба и так далее Советского Союза, не может. Войну Вторую мировую выигрывает антигитлеровская коалиция, более 50 стран мира. Да, они вносят разный вклад, но они вносят, и это очень важно, свой вклад. НАТО именно по этому принципу. Прародителем НАТО в какой-то степени является именно антигитлеровская коалиция. Выиграть войну у антигитлеровской коалиции нельзя, потому что достаточно вспомнить того же замечательного, великого немецкого человека, который сказал, что выиграть войну на два фронта нельзя, а тут не два, тут намного больше. Опять же говорит о непонимании и близорукости. И то, что в свое время, то, против чего я протестовал, как в Российской Федерации, так и максимально пытался объяснить, что ни в коем случае нельзя было выдавать агреман человеку, который очень долго был послом Российской Федерации в НАТО, некоему Дмитрию Рогозину, человеку русскому националисту, и несмотря на все его воспитание, образование, свободное владение несколькими языками, правильно держит ложку и вилку и замечательно ездит на Харли Дэвидсон, он человек с другой стороны. А посол должен строить мосты, а не взрывать их. И вот в этом ошибка. В принципе, с моей точки зрения, ошибка обеих сторон. Не надо было давать агреман такому человеку. То есть подтверждать его дипломатический статус при НАТО. Это уже была ошибка, из которой пошло расхождение дорог. Не соединение параллельных, условно говоря, как это было очень недолгий период с самого конца 90-х, начала 2000-х, потому что было. Я в свое время, беря, по-моему, первым из всех российских журналистов интервью Хавьера Солана, спросил его: вы можете себе представить, чтобы россиянин был во главе Североатлантического союза, то есть стал генеральным секретарем НАТО? Он мне очень просто ответил: знаете, когда я был студентом, я был одним из самых больших лидеров в Испании, противников НАТО. Я руководил и митингами, и демонстрациями, и так далее. А сегодня я генеральный секретарь. Но я генеральный секретарь, потому что я понял, что это за организация. Испания член НАТО давно. Вот в этом ответ мой на этот сложный вопрос. С моей точки зрения, это близорукость. А близорукость НАТО, точнее всех союзников Украины, заключается в том, что, скажем, закон об ленд-лизе и поставке вооружений, самолетов, танков, прежде всего грузовиков и много-много чего еще, а потом и тушенки, и сгущенки, и шоколада и так далее, принимается еще в конце 1941 года. Однако почему-то, совсем бездарный политик, товарищ Сталин, все время продолжает твердить не о увеличении тех или иных поставок, а о втором фронте. И только когда появляется второй фронт, начало в Африке, потом в Юго-Восточной Азии, потом, наконец, в Италии и уж потом в Нормандии, Третий Рейх и государства оси повержены. Только поэтому антигитлеровской коалиции и вторым фронтом. В одиночку мировые войны не выигрываются. Это еще наполеоновские войны показывали. Второй фронт для Украины. Беларусь. Возможно? Со стороны Беларуси? Думаю, что нет. Потому что при всем том тяжелейшем положении, которое сам себе создал Лукашенко после непризнания выборов 2020 года, при всех тех репрессиях, которые он проявил против оппозиционеров в Беларуси, он все-таки свою страну по-своему любит. И в этом его очень сильное отличие от Владимира Путина.
И он очень хорошо понимает, что если провести, условно говоря, мобилизацию в Беларуси, то до его дворца, ну, президентского дворца, да, путь намного короче, чем до дворцов в России. Поэтому, с моей точки зрения, Лукашенко делает ошибки. Нет политиков, которые ошибок не совершают. Но на самоубийцу он очень мало похож. Он, наоборот, как бы всеми лапами, всеми когтями старается держаться за власть. Он очень боится ее потерять. Григорий, а При почему, всей зависимости, с моей точки зрения, нет. да, а почему Путин не любит Россию? Да и он потому что любит себя, своих друзей, свою организацию. Для него Россия – это, ну, грубо говоря, кооператив «Озеро». А Россия немножко больше. Для того, чтобы любить страну, нужно себя ощущать ее частью. Не ее хозяином, а ее частью. А в России мне даже трудно привести какой-либо пример, чтобы руководитель страны ощущал себя ее частью. Ну, пожалуй, вот Борис Николаевич Ельцин, когда его выгнали, и он стал первым секретарем МГК, один раз неожиданно для всего своего комарильи окружающих, вот такого человека, большое количество сопровождающих лиц, вместо того, чтобы пойти к персональному автомобилю, не простому и не последнего класса, вышел из дверей дома на Советской тогда площади, то есть из дома Моссовета, подошел к троллейбусной остановке и сел в троллейбус. В обычный, а не с подготовленными, заполненными агентами людьми. Самый обычный очередной троллейбус. Вот ужас его окружения от этого был страшный. Не потому, что они боялись, что там Бориса Николаевича заплюют, или, не дай бог, кто-нибудь полезет с дракой, ножом и так далее. Мало ли кто в троллейбусе. Нет, потому что они понимали, что крупнейший руководитель страны опустился до того, чтобы ездить в троллейбусе. А в троллейбусе можно много чего услышать, как и в трамвае и в автобусе. Вот в чем разница России. Батька Лукашенко свою страну знает, он ее все объезжал и много-много раз. Он председатель колхоза хороший, свое поле, свои поля и огороды знает хорошо. Он все равно остался по психологии вот таким, поэтому он любит. А для Путина нету. Григорий, много экспертов, в том числе и на моем канале, выступают и называют Путина определенным стержнем режима. Мол, если Путина не станет, то вот что-то начнет меняться и все рухнет. Некоторые, ну, другие говорят, что погодите, это чуть ли там не Путин, как бы производная этой системы. Вы к какому числу относитесь? Я бы скорее отношусь ко второй части, потому что я имел возможность видеть этого человека достаточно близко от себя в 99-2000 году. Видел в 2007-2008, видел и в 2012, по-моему, последний раз. Это три разных человека. И во многом его сделало хвост виляет собак. Но в данном случае, вот, к сожалению, болен не Путин, а больно российское общество. И больно многовековой историей своей. Недаром умный человек в свое время сказал, что Россия страна с непредсказуемой прошедшей историей, которая каждый раз, каждый практически ее вождь, руководитель, неважно, это был император, царь или генсек, или президент, переписывает под себя и так, как он видит. А Путин, как человек с самым ничтожным образованием, человек, который действительно
вышел из подворотни. И в прямом, и в переносном смысле слова. Человек, который мог сказать: я работаю как раб на галерах. Я не знаю другого политика, даже в Африке, которой я много лет занимался, который бы мог повторить подобную фразу. И эта фраза не написанная помощниками, это фраза из глубины души. Но если ты работаешь как раб на галерах, то галера – это Россия. Ты раб, и, соответственно, все остальные рабы. И значит, Россия может сегодня говорить о светлом будущем феодализме. И в отличие от многих экспертов, кто говорят действительно о том, что у нас в Российской Федерации феодализм, с моей точки зрения, у нас рабовладельческий строй, где самая большая мечта раба – стать рабовладельцем. Так Путин раб или рабовладелец? Он и раб, и рабовладелец, оба рабы. Просто они по-разному. Ну, как бы у рабовладельца цепи золотые, а у раба ржавые. Вот и вся разница. А кто хозяин? Хозяином сегодня страны является, пожалуй, надо констатировать, та преступная организация, организации, который Владимир Путин в декабре 2000 года докладывал: уважаемые товарищи, ваше задание по проникновению во власть выполнено. Бурные продолжительные аплодисменты, все встают. Да, понятно. Так как тогда побеждать Россию? Я сказал только созданием антигитлеровской коалиции. Понятно, что она теперь будет называться немножко по-другому. Как это уже не... Я могу давать советы, но я думаю, что дело не в названии, дело в смысле. Если будет продолжаться вот этот путь России, еще раз говорю, наши внуки, правнуки там и так далее будут в куда более тяжелом положении, чем мы сегодня с вами находимся. Григорий, я задаю вопрос, как побеждать Россию, потому что, смотрите, многие говорят, что вот эта коалиция, когда там всем миром на одного, это, конечно, легче. Там вместе гуртом легче и батька быта, да, вот как всем вместе. Да. Но с другой стороны, это же не делает Россию и людей в России более открытыми, что ли, для того, чтобы изменить Россию изнутри. Я почему завожу эту тему? Потому что вот президент Зеленский там, в своем интервью так и сказал, что мы готовы к переговорам, но с новой Россией, ну вот другой Россией. А когда всем миром на нее набрасываться, мало шансов, что она станет другой и изменится изнутри. Нет, Александр, здесь есть маленькая ошибка. Когда я говорю о антигитлеровской коалиции, я говорю не об антинемецкой коалиции, а об анти-Третьего Рейха коалиции. Когда я говорю о коалиции сегодняшнюю, которую надо создавать, это должна быть не коалиция против страны, называющейся, расположенной на известных полях, горах и всем прочем. Это против того государства. И нужно, в том числе в этой коалиции, безусловно, должно быть место для россиян. Я глубоко уверен, что если бы не гигантское, одно из гигантских и для него, и для Третьего Рейха трагических ошибок заключалось в том, что в 1941 году, когда порядка 3,5, а по некоторым сведениям даже до 5 миллионов советских людей, ну, кто-то в большей степени советский с 17-го года, кто-то с 18-го, кто-то с 39-го, но советских людей, в общем, все-таки в форме Красной Армии массово сдавались. И сдавались они не только потому, что у них не было выбора вооруженного сопротивления, а многие сдавались потому, что они не хотели воевать за ту власть, за то государство. И это понимал даже Сталин, который 9 мая 1945 года поднимает тост за терпение российского народа, который нас не поднял на вилы. Это цитата из сталинской речи 9 мая 1945 года.
Вот поэтому, безусловно, конечно, то есть появление на втором фронте русской освободительной армии в 1944 году уже ничего не могло изменить ни для Третьего Рейха, ни для российских, ну, назовем это тогда оппозицией, да? Но если бы это произошло в 1941 году, то я уверен в том, чтобы это изменило очень и очень много. И в этом гигантская ошибка. Поэтому, когда я говорю об антигитлеровской коалиции, я ни в коем случае не вычеркиваю всех тех, кто сегодня, в том числе, вынужден, и добровольно или недобровольно, вынужден оказался не в Российской Федерации, и кто любит, в том числе, свою страну, но у кого есть очень большие вопросы, как минимум, к своему государству. Еще раз говорю, не надо ставить знак равенства между страной и государством. Это разные понятия. Да, спасибо за это уточнение, Григорий. А почему российский народ, как, не знаю, бараны на заклание, идут на эту мобилизацию? Почему они протестуют и сопротивляются только когда им там недоплачивают там, гробовые или вот эти, ну, суточные, да, или вот эти зарплаты, которые пообещали? А не протестуют против самого факта того, что ты вот берешь в руки автомат и отправляешься там в Луганскую область, например. Это тоже очень и очень важный, очень хороший вопрос. К сожалению, работает историческая память. Я удивлен, я на самом деле этого ожидал уже тот момент, как минимум, когда Путин заявил, что очередные части Украины – это уже российская территория. Я очень ожидал либо от него, либо от Володина в Государственной Думе, либо еще от кого-то объявление этой войны священной и отечественной. Ну, это Медведев, да. Ну, Медведев это Медведев. Тут комментарии излишни со всех точек зрения, как мне кажется. Этого объявления пока не произошло. Но это, с моей точки зрения, не значит, что не произойдет. И как только, недаром недаром Сталин так долго думает, прежде чем обратиться к своему народу. И начинает его с неожиданного обращения братья и сестры. Это очень важная фраза. Так же, как очень важно резкое потепление отношений с Русской Православной Церковью, который возвращается Елоховский храм в Москве, и которая тут же сразу же собирает деньги, в том числе там на эскадрильи танковые, не дивизии, но полки там и так далее, и так далее. Для людей, которые живут в стране, которые многовеково привыкли к тому, что портрет царя, генсека, президента на стене – это практически почти икона, и что все то, что произносит этот человек или от его имени, является правдой, истиной в последней, что называется, неоспоримой инстанции. От них трудно ждать другого поведения. Они могут, есть возможности зайти в интернет, нет никаких проблем. Да это проблема не только в России. Извините, среди людей, живущих, скажем, там на Брайтон-Бич, в Калифорнии, в Берлине, в Праге, в Мельбурне, бывших российских граждан, особенно среди тех, кто сохранил по разным причинам российский паспорт с двумя головами, смотрящие в разные стороны. Там даже есть большая поддержка, потому что им создана иллюзия сильного президента. А исконная российская мечта – это сильный царь и добрый царь. Вот его наместники бывают вороваты, жуликоваты, бандитизмом, по-разному, плохие, в общем, люди. Но царь-то в России завсегда хороший, пока он на этом троне. Вот когда его свергнут, тогда может быть по-другому.
Но следующий, который приходит, обычно, если не сразу, то очень быстро оказывается в той же колее и идет опять той же дорогой. Это как бы, исторически замкнутый круг российской истории. Хождение по кругу. А из круга надо выйти. И именно поэтому я говорю, что нужно создание нового государства. Государство, которое перестанет мыслить, говорить и объявлять о своем величии. Величие государства не в его территории. Территория – это страна со всеми полезными ископаемыми и красотами ее территории. А величие в том, как живут люди. А до чего надо довести своих граждан, чтобы они использованные унитазы выкорачивали и везли к себе домой? Вы можете представить, потому что вы никогда не представите себе, я не знаю, немецкого, французского, польского солдата, который выкорачивает унитаз и везет его к себе в Берлин, Париж или Варшаву. Григорий, Вот в чем проблема. насыпется, я думаю, что много комментариев по поводу унитазов. А у меня вот другой немножко взгляд на это. Я еще раз обращаю внимание, до чего надо довести людей, чтобы они это делали. Нет, смотрите. Это не просто расчеловечивание. Это значит, что они живут так нище, как, что называется, нам и не снилось. Вот в чем проблема. Вы знаете, может... При этом их легко заставить, неважно, насколько они хорошо владеют реальным русским языком, не все, и не из всех регионов России в абсолюте здесь соответствуют. Но у них нет другого возможности, и они это понимают, вырваться из той нищеты, грязи и дерьма, никакого не 21 века, а может быть даже 17 века, в котором они живут. И поэтому они идут туда. Именно поэтому для многих семей объявлены вот эти похоронные, условно говоря, суммы. Да это сумма, которую они никогда в жизни не видели и не увидят. Когда мать говорит, ну хорошо, сынок, иди погибай, это противоречит фильму «Отец солдата», это противоречит фильму «Баллада о солдате», это противоречит «Летят журавли» и многому всему тому, где война очень хорошо вскрыта. Война не внешняя между нацистами и коммунистами, а война внутренняя, которая обнажает в людях и все лучше, и, увы, все худше. Да, ну, знаете, сложные темы и сложные вопросы возникают после. А как остановить войну? Только антигитлеровской коалицией и разъяснением. Первое, что делали... Как было переубедить население Германии, что Гитлер – это не величайший политик всех времен и народов, при том, что для немецкого, подчеркну, для немецкого народа политика, которую очень долго проводил Гитлер, была уникальна. И до многих вещей, даже в современных многих странах, близко не приблизились. По обеспечению немецких женщин, немецких рабочих и так далее, и так далее. Но Путин такой же политики не проводил. Не проводил. Не проводил, но все надеются. Добрый царь придет в России. Ну, придет добрый царь, но он в конечном итоге обязательно раздаст каждому по прянику. Пряники почему-то вот даже по их пропаганде раздают послы разных стран. Вот странно. Почему царь пряников не раздает? Слушайте, ну это очень интересный феномен, правда, потому что мы тут же проговорили про нищую Россию, да, и вот разницу. Все-таки есть же, получается, разница. Я понимаю, смотрите, что любой человек должен гордиться своими мамой и папой. Никакого ущербности в маме и папе нету, кем бы они ни были. Понятно, что если они президент, царь, немножко приятнее, легче и так далее. Но ситуация того, чтобы президент подчеркивал, что моя мама была неграмотной, а мы в 21 веке, мы не в 18 году 20 века.
что она как бы вот была там прачкой, дворничкой, ну то есть на самых-самых, что ни на есть, низкооплачиваемых, низкопрофессиональных работах. Вам ни о чем это не говорит. Это опять же возвращение к рабству. Он, построивший себе, ну государство ему построил, сам он себе ничего не строил, окружение ему построило, все эти замечательные дворцы, которым даже Янукович со своими золотыми унитазами наверняка может позавидовать со всех точек зрения, он остается вот всем тем же мальчиком из подворотни. И если ты не можешь вырасти из этого, это самая большая катастрофа, в том числе для страны, которой ты руководишь. Понимаете, в чем, история? Мальчика из подворотни можно только, как его победить? Можно только прибить. Но подворотен в России очень много. Нет, просто его не уговоришь, ему не приведешь аргументы. То есть мы к этому вот ведем, получается, наш разговор. Но у мальчика у этого из подворотни есть боеголовка, которая может там разрушить, чуть ли не мир. Может. И с моей точки зрения, с 24 февраля практически он может нажать ее в любой абсолютный момент. И мы это тоже должны понимать. Это не значит, что мы должны поднять лапки или купить себе белые простыни и ползти по известному адресу ближайшего погоста. Нет, ни в коем случае. Мы должны делать все, чтобы, не чтобы удовлетворить, уговорить. Ну не нажимай, дорогой, ну не надо, ну что ты, ну тебе же тоже будет плохо. И твои люди погибнут, у нас тоже есть на что нажать. Нет. Нужно именно умиротворять бандитов из подворотни. Бесполезно, если вас там вечером остановили и требуют жизни или кошелек, вы можете отдать, конечно, кошелек. Но это не гарантирует, что вы не отдадите жизнь. Или жену, или там жизнь ваших близких. Нужно сделать все, чтобы не было этих людей, не было подобных ситуаций. Именно поэтому нужно было, как только освобождали концентрационные лагеря, когда сами американские солдаты, там английские, советские тоже, увидели весь ужас этого, нужно было, туда возили, снимали операторы, показывали все это. Самый страшный момент на Нюрнбергском процессе – показ вот этих документальных кадров. Но если бы их снимали, подобные же кадры были бы сняты в лагерях ГУЛАГа, реакция была бы такая же. Но для этого нужно, чтобы это было, а этого нет. Есть, наоборот, теперь уже переформирование даже лагеря Пермь-36 в музей, который рассказывает о замечательных работниках предшественников УФСИНа, то есть ГУЛАГа, которые героически защищали Родину. Вот в чем проблема. Да, в Советском Союзе никогда не было лагерей смерти. Не было. А зачем? Когда поднимите переписку начальников лагерей с центральным аппаратом зимой 41 на 42, 42 на 43 год, когда они докладывают о том, что ежедневный падеж естественный их заключенных достигает до 40% численности лагеря. Ничего не надо. Генерал Мороз, чудовищное питание и очень тяжелый труд, все совершат сами. Но народ, даже прочтя Александра Саевича Солженицына, «Архипелаг ГУЛАГ», Шаламова и многих других писателей, оставивших свидетелей, собравших свидетельства, других своих однолеток, одногодок, тех, кто так, как и они, разделили их судьбу. Нет. Нет. Ну, во-первых, это и читать не очень легко, не каждый прочтет. Поэтому нужен зрительный в том числе ряд. Нужно, что называется, морды ткнуть.
Вот в этом проблема. И только так можно вылечить, сделать страну страной равной среди равных, а не великой. Потому что великое надо просто четко раз и навсегда усвоить. Слово «великое» очень сильно напоминает знаменитый лозунг «Deutschland, Deutschland über alles». Но его в Германии почему-то, в современной Германии, особенно в той, которая была частью Западной Германии, не очень любят. Угу. Да, есть над чем задуматься, друзья. Спасибо вам большое, что досмотрели до этого места. Точку в нашем разговоре с Григорием я бы хотел поставить следующую. Вот на ваш взгляд, на моем канале есть видео с Ксенией Лариной, с Викторией Ивлевой, известным фотокорреспондентом, журналистом. Именно вот она дала эту мысль, да, вот ее, не одна она, но имеется в виду на моем канале, она говорила об этой мысли, Виктория Ивлева, что вот все началось с возвращения гимна СССР для Российской Федерации. Вот тогда уже стало все понятно, к чему идет. То есть, может, гимн просто поменять, и все закончится? Гимн можно менять бесконечно, как переписывать слова в нем. Можно поменять флаг, ничего не изменится. Измениться должен настрой. Еще раз говорю, до тех пор, пока население страны в свое время мой хороший, даже больше, чем знакомый юности, Михаил Леонтьев, вице-президент Роснефти, последние несколько лет, даже десятилетий, четко утверждал, ни один россиянин никогда не захочет быть люксембуржцем. Иметь паспорт Люксембурга с удовольствием мечтает очень много людей. Кстати, это единственное государство, в официальном названии которого есть слово «великий». Потому что это великое герцогство. И оно великое не потому, что у него гигантская территория, а потому что в нем людям хорошо жить. И жить хорошо в нем многие века. Можно, конечно, приводить другие примеры, но вот учитывая, что люксембуржцы имеют очень хорошие налоговые льготы в сравнении со всеми остальными гражданами Европейского Союза, вот поменять свой паспорт на люксембургский как раз готовы очень многие. Но это практически невозможно сделать. Так же, как уже совсем невозможно стать гражданином Монако. Для этого надо стать сначала великим музыкантом, спортсменом, великим человеком, признанным во всем мире. И тогда, может быть, появится шанс. Вот это величие. А псевдовеличие или победобесие, или бесогонство – это как раз то, что из века в век происходит в российской государстве. Равными среди равных, с уважением. Литвы, Латвии, Эстонии, Украины, Белоруссии, Грузии, Азербайджана, Армении, Польши, Германии, всех стран. Самых маленьких и по численности, и самых больших по территории. Богатых и бедных, христианских, исламских, любых других. Равный среди равных. Вот тогда все люди смогут гордиться тем, что они граждане такой страны, как они гордятся своими паспортами в других странах. Да, Григорий Амнуэль был мой собеседник сегодня. Григорий, спасибо вам большое. Всех с праздником, всем очередных побед, чистого неба над Киевом и другими украинскими городами. И слава Украине! Героям слава, друзья! Я не устаю повторяться. В конце каждого видео, прощаясь с вами, сейчас очень опасное время. Нужно позаботиться друг о друге и быть бдительными. Держитесь друг за друга и, конечно, заходите на мой канал чаще. Увидимся.